Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых подписчиков со страницы регистрации Bizon 365 в любую систему по Webhook. Это нужно, чтобы передавать новых подписчиков из Bizon 365 в другие системы. Например, в любую систему, которая может получать данные по Webhook, вы сможете передавать новых подписчиков из Bizon 365, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Bizon 365. Теперь необходимо указать действия. Если вы хотите получать данные по новым подписчикам со страницы регистрации, выбираем действие «Загрузить подписчиков вебинара новых». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Bizon 365 к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать логин и пароль личного кабинета Bizon 365. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать страницу регистрации, по которой вы хотите получать новых подписчиков. Теперь вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные по одному из ваших подписчиков. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Bizon 365 успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Webhook. Далее необходимо выбрать действие «Отправка данных». На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт Webhook в системе Apex Drive. Для этого в этом окне вы можете дать ему название, а также необходимо указать URL для отправки данных. Это та ссылка, на которую будут отправляться данные из Bizon 365. Эту ссылку вы можете получить в сервисе, в который планируете отправлять данные. Для примера мы сгенерируем эту ссылку в системе Apex Drive, используя Webhook в качестве источника данных. Для этого нам необходимо будет создать новую связь. И в качестве источника выбираем Webhook. Вот и ссылка, на которую мы сможем отправлять данные. Копируем ее и вставляем в Webhook прием в системе Apex Drive. Примерно так будет выглядеть ссылка, которая будет сгенерирована в нужной вам системе. После того, как вы создали новый аккаунт, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать тип отправки, а также прописать переменные, которые будут отправляться в нужную вам систему. Какие именно значения прописать в название переменных, вам необходимо уточнить в поддержке сервиса, в который вы хотите отправлять данных. Для примера я буду использовать самые обычные переменные, которые чаще всего встречаются. Эти переменные вы прописываете вручную в поле «Название». В поле «Значения» вам необходимо указать переменную из Bizon 365, которая будет передаваться в поле значения. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Для того, чтобы добавить еще один набор переменных, кликаем «Добавить». Когда все необходимые переменные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных,
которые будут отправляться в нужную вам систему по webhook при каждом новом подписчике в Bison 365. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в webhook». После успешной отправки переходим в систему, в которую вы хотите передавать данные, и проверяем результат. В данном случае мы перейдем в связь Apex Drive, в которой webhook у нас настроен в качестве источника данных. Как видите, мы получили на указанную ссылку названия полей, а также их значения, которые мы только что передавали. Если вас все устраивает, возвращаемся к связи и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных webhook успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. Связь, которую мы создавали для примера, можно удалить, она нам больше не нужна. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!